Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку событий из TimePad в виде уведомлений на почту Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, вы сможете получать уведомления на почту, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, скопируйте ссылку и перейдите в личный кабинет TimePad. Далее нам необходимо перейти в раздел «Организация». Теперь интеграции, веб-хуки. На этом этапе вы можете добавить отправление веб-хука при разных событиях. В данном случае я хочу получать уведомления на почту при изменении статуса билета. В поле URL вставляем скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. После этого сохраняем изменения. Теперь нам необходимо перейти к событию и выполнить тестовую покупку билета. Теперь можно вернуться в Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Gmail. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к сервису Apex Drive. Именно этот аккаунт будет использоваться в качестве отправителя. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Gmail. На этом этапе вам необходимо обязательно поставить все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Gmail для отправки новых писем. Если вы хотите производить рассылку пользователям при покупке билетов на TimePad, то в поле «Кому email» вам необходимо указать переменную из TimePad, в которой содержится email-адрес клиента. Если вы хотите получать уведомления о новых событиях из TimePad на свою почту, то в этом поле вам необходимо прописать эту почту вручную. Теперь нам необходимо заполнить тему и тело письма. Для того, чтобы выполнить переход на следующую строку, используйте Enter.
После того, как все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на вашу почту при каждом новом событии из TimePad. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки переходим в личный кабинет Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!